На сколько процентов презерватив защищает от ЗППП? Это его защитит от сифилиса, хламидиоза и гонореи. 100% защищаться возможно? Практически на 100%. Возможно иметь ЗППП без никаких признаков. До 60-80% случаев протекает бессимптомно. Многие из них несут опасности как для жизни, так и для качества жизни. Всем привет! Добро пожаловать во втором выпуске нашего подкаста. Сегодня у меня в гостях не только замечательный врач, но и мой близкий друг, врач-инфекционист Никита Александрович Киселев. Здравствуйте. Мы знакомы уже много лет, и он окончил тот самый университет, где я сейчас преподаю, РУДН. Сегодня мы обсудим действительно важную и актуальную тему – ЗППП. Как защититься от ЗПП, признаки заболеваний, как правильно предохраняться и много другое. В конце видео Никита назовет лекарство «одна доза», принятая сразу после полового акта, которое может предотвратить ЗППП. Никита, давай начнем с горячей темы секса, потому что кроме романтик с нас связаны определенные риски, да? И мой первый вопрос – какие распространенные ЗППП ты встречаешь в своей практике больше всего? Как инфекционист чаще всего я все-таки встречаюсь с ВИЧ-инфекцией. Опять же, ко мне люди приходят, как защититься от нее при возможных рисках, так уже с положительными результатами. Также регулярно все-таки встречаются все еще сифилис и другие заболевания, передающиеся половым путем, такие как гонорея, хламидиоз и микоплазмоз. Из таких заболеваний, которые возможно получить половым путем, но стали сейчас в последнее время все же реже, это гепатиты вирусные, такие как гепатит Б и гепатит С. Какие из них самые опасные? Трудно оценить. Опять же, многие из них несут опасности как для жизни, так и для качества жизни. Тот же ВИЧ, опять же, остается раз и навсегда в организме. Он длительно течет, убивая постепенно иммунную систему, постепенно приводя к истощению ресурсов организма с развитием оппортунистических заболеваний и возможной смертью. Ну, это которые не лечатся, да? Конечно. Опять же, если вдруг ВИЧ выявлен на определенной стадии до самых последних, всегда можно назначить лечение, всегда можно подобрать правильные дозировки, правильное время, правильные препараты и поставить человека на ноги. Да, поэтому надо зрителю сказать, что это не так страшно, как выглядит, как все, потому что все очень боятся. Да, поэтому конечно. вот, лечение есть. Лечение есть, и обязательно всегда нужно его искать. Никогда не стоит бояться анализов на ВИЧ, всегда их следует выполнять раз в некоторое время, раз в полгода, раз в год, в зависимости от того, как часто у вас половая жизнь, как часто вы меняете половых партнеров. Соответственно, если у вас хотя бы раз в год есть незащищенный половой акт, вне зависимости от причин, потому ли, что вы планируете беременность, или все-таки у вас какие-то более рисковые сексуальные контакты, хотя бы раз в год проверяться на ВИЧ и заболевание, переносящееся половым путем, стоит. Чем раньше узнаете диагноз, тем раньше сможете начать эффективное лечение. И чем отличается в ЗПП у мужчин и у женщин? Тут все-таки, опять же, стоит поговорить про каждое отдельное заболевание. Если брать условный уреоплазмоз, то у мужчин это является патологической ситуацией. У женщин уреоплазма в норме может присутствовать в половом тракте и не вызывать никаких у них проблем, даже если она, предположим, выросла в больших объемах, чем значится по нормограмме. В таком случае лечение назначается только если вызываются какие-либо симптомы и нету никаких других иных причин для клинической картины. В остальном могут быть очень схожие картины. Вопрос просто из того, насколько интенсивны симптомы. На самом деле очень много людей спрашивают, если вообще-то возможно иметь ЗППП без никаких признаков. Да, объективно говоря, это достаточно частая ситуация. Если мы берем условный хламидиоз или условную даже гонорею, по разным исследованиям до 60-80% случаев протекает бессимптомно. В таком случае... То есть возможно, что типа один партнер есть гонорея, а второй нет. Да, такое бывает. Потому что, знаете, это очень много людей, есть такая шутка, что типа женщина говорит, что у мужчины появился гонорея, то есть это 100%, что он изменил ее или нет. У нее, например, отрицательный, а у него положительный. Как на это? Тут трудно сказать. Опять же, каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Гонорея может течь без каких-либо симптомов и самостоятельно элиминироваться только где-нибудь через несколько месяцев даже после заражения. До 12 даже и более иногда может течь и самостоятельно элиминироваться, а у некоторых может сохраняться и дольше. Возможно, он получил эту гонорею энное количество времени назад, там, не знаю, год назад, до начала этих отношений. Интересно. Вступить в отношения эти новые женщины, и все это время не передать ей, потому что они, не знаю, практикуют защищенный секс, сам секс не столь частый. И сама эта гонорея могла размножиться не столь активно, чтобы передаться. Поэтому пока что у него есть. На очередном обследовании, не знаю, сделали мазок, ее обнаружили, а у женщины нет. Просто потому что еще
не успел передать. Или потому что она у мужчины только начала элиминироваться. Мгм. А какие самые распространенные признаки ЗПП? Что настолько человек, который на нас смотрит, должен обратиться, чтобы, сходить к инфекциологу? Ну, если, опять же, говорить про инфекционные заболевания, в первую очередь, если мы говорим о ВИЧ, очень часто абсолютно бессимптомное течение, без каких-либо проявлений. Если мы Поэтому просто проверяться надо. Да, регулярно проверяться обязательно. Раз в год, каждый 6 месяцев. Да, конечно. Но, опять же, что может подвигнуть человека, когда он давно не проверялся, что какие-то, опять же, ситуации, которые могут заставить подумать о том, что нужно провериться на ВИЧ. Это необъяснимая диарея регулярно в последнее время. Это увеличение лимфатических узлов разных групп, не знаю, шейных, подмышечных, иных локализаций. Это необъяснимое увеличение печени и селезенки. Это необъяснимое повышение температуры тела выше 37,5 градусов. А также различные, опять же, там, частые заболевания, возможно, какая-то слабость, возможно, какие-то необъяснимые сухой кашель, необъяснимый похудание. Связанный с иммунитетом, да? Да, именно так. С остальными заболеваниями на гепатиты стоит проверяться время от времени, опять же, вне зависимости от обстоятельств. В таком случае сами острые заболевания, когда человек только заразился, могут же тоже очень регулярно никак не проявиться. Да, бывает регулярная ситуация, когда у человека желтуха, когда у человека яркие проявления, но если мы говорим про гепатит С, это далеко не частая история. Опять же, не более 20% случаев. С гепатитом Б также очень зависит, опять же, от возраста, от личного иммунитета. Может вообще никак не проявиться и уйти в хронический гепатит. В таком случае симптомами могут быть, опять же, та же какая-нибудь хроническая усталость необъяснимая, возможно, различные диспепсические нарушения, то есть нарушение пищеварения, время от времени боль в верхней части живота, тоже необъяснимая, какая-то самопроходящая. В таком случае, да, тоже можно обследоваться. Но очень часто, опять же, там, до 90% случаев абсолютно себя никак не проявляют до тех пор, пока печень еще уже не глубоко повреждена, когда уже человек не подходит к условному циррозу или раку печени. Так, на сколько процентов презерватив защищает от ЗПП? Как вообще-то 100% защищаться возможно? В целом презерватив защищает от заболеваний, передающихся путем, практически на 100%. В данном плане, то есть ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис, все заболевания, передающиеся половым путем, сквозь сам презерватив не проходят. На фоне использования презерватива возможно заражение только разве что контактными какими-то инфекциями, такими как генитальный герпес, например. Или же вирусом папилломы человека, который может сам обитать не только в уретре или половом тракте женщины, но и на коже. И просто при тесном контакте во время полового акта возможна передача. Если же постоянно использовать презерватив, был сохранен на его целостность, он не порвался во время процесса, он был правильно надет и не снимался до самого конца, в таком случае передача ВИЧ, например, невозможна. Еще тогда говорим по поводу ПЭП и ПрЭП. Это тоже очень интересно. То есть я думаю, что очень много людей даже не знают, что такое. И когда вообще-то ПрЭП? Давай начнем. Что такое ПрЭП? Можешь нам объяснить? Если говорить про ПрЭП, то есть pre-exposure prophylaxis, доконтактная профилактика. Возможно использование противовирусных препаратов, антиретровирусных, которые действуют на ВИЧ заранее, до секса, за определенное время, опять же, в зависимости от конкретного вида. В таком случае достигается 98%, опять же, в зависимости от практикуемого секса, защита от заражения ВИЧ, именно от него. То есть секс без презерватива. Да, даже если секс будет без презерватива, передача ВИЧ будет или невозможно, если будут соблюдены все необходимые меры предосторожности, или крайне низкая вероятность передачи. Окей, тогда обсудим, как его правильно принимать, потому что я знаю, что в ВВПС Guidelines здесь немножко отличается от русских. Как я помню, в Европе они нам учатся, что типа одна таблетка 24 часа до секса, да, правильно, да, и потом 3 таблетки на следующие 3 дня. Если был секс, который не планирован. Но, конечно, они говорят, что лучше принимать каждый день, потому что, может быть, человек не знает, когда секс будет. А если просто такой появился, надо принимать там пару часов до, потом на следующие 3 дня. А в России то же самое? Опять же, если говорить про Россию, общая концепция здесь скорее совпадает с концепцией американской, изложенной CDC, Центром по контролю заболеваемости. Есть основные 2 схемы, которые мы обговариваем. Ежедневный прием и 2-1-1.
То есть 2 таблетки за 24-2 часа до секса, потом повторить через 24 часа, повторить через 48 часов. В целом, вторая концепция, которая 2.1.1, доступна и доказана ее эффективность только для пассивного анального секса у мужчин. Во всех остальных случаях исследования глубокие, рандомизированные, которые показали, что все эффективно, да, так можно, не проводились. Поэтому мы не знаем, сработает ли она во всех остальных видах секса. Поэтому в любом остальном случае все-таки рекомендован ежедневный прием, и при этом хотя бы желательно за 2 недели до планируемого секса начинать прием. То есть это, по-моему, 97% защищенных? Да, опять же, по разным исследованиям, более старшие исследования, которые вероятнее всего соблюдались с нарушением протокола, показывали от 80 до 90-92% эффективности. Более современные, с более жестким контролем, с более соблюдающим протокол самими людьми, которые используют эту доконтактную профилактику. В таком случае наблюдалась даже 98-100% эффективность. Ничего себе, это вообще много, классно. Я знаю, что очень много людей боялись это лекарство принимать, потому что было очень дорого, да, особенно Трувадом, по-моему, не знаю, пару лет назад стоили там 20 тысяч рублей, и не был русский аналог, а сейчас появились Доквир, который стоит, по-моему, 3000 рублей, 2,5, да, где-то. И, Трувада сейчас тоже, по-моему, 13, 12. В разных аптеках от 13 до 15. Да, вот. Цена все равно снижается, но есть хотя бы русский вариант сейчас, поэтому люди, можем вообще не бояться от цены. Есть русский вариант. Есть, опять же, основные две схемы, которые используются для доконтактной профилактики, это тенофовир с ламивудином или тенофовир с амтрицетамином. Тенофовир с амтрицетамином обычно можно включить в одну таблетку, и тогда это или зарубежная Трувада, или отечественный Доквир. Доквир в месяц, на месяц ежедневного приема стоит 2000 рублей. Итого умножить на 12, получается 24 тысячи в год по одной таблетке в день, и ВИЧ у вас быть не может. Да. Вопрос, как опять же, медицина развивается, это очень хорошо. За рубежом также когда есть... появился Доквир в Россию? Кстати, точно не знаю. Не так долго, я думаю. Не так давно, опять же. 3-4 года, я думаю. Но, опять же, сколько я практикую, меньше. получается, вот это несколько лет, он уже всегда был. Это сколько? Получается, несколько лет. Вот эти 2, то есть 2,5 тысячи. Окей, где-то так, потому что 3 года назад еще не было. Только Трувада была, да? Да, только Трувада. И она еще была очень сложная найти в Россию. Я знаю, что пациенты всегда говорили, что это очень-очень сложно. Надо было заказать, либо люди обычно покупали там какие-то индийский сайт, который доставляли в Россию. Это было очень-очень сложно. Сейчас, опять же, доступ значительно стал выше, к счастью. Люди стали сами знать больше про доконтактную профилактику. Поэтому мы снимаем для вас этот контент. Плюс, опять же, сами врачи знают тебе гораздо больше по доконтактной профилактике, исследований гораздо больше подтверждающих, что это эффективный метод, поэтому стали гораздо лояльнее относиться. Думаю, стоит здесь также рассказать, что кроме приема таблеток, есть также доконтактная профилактика в виде инъекций. То есть очень много шума это в последнее тоже очень время. новый, да? Это очень классно, да. Давай обсудим. Ты же почитал много об этом. Очень большой шум в последнее время сделала вакцина от ВИЧ, которая называется ленакоповир. На самом деле это препарат, который используется как доконтактная профилактика. Так уж вышло, что он очень медленно высвобождается, он может очень долго циркулировать в организме, и поэтому его достаточно вводить раз в полгода. Раз в полгода, окей. Да. Главный его минус в том, что он очень дорого стоит и только-только появился. Это, наверное, как было с Трувадой сначала. Было очень дорого, потом через пару лет уже будет дешево, люди будут доступны. Это как медицина работает, поэтому все окей. К счастью, да, но, опять же, сейчас, на данный момент, даже в США он очень ограниченно доступен. В первую очередь, его все еще продолжают использовать для терапии ВИЧ, в очень тяжелых случаях с мультирезистентным, когда сам ВИЧ не восприимчив к очень большому количеству препаратов. Как доконтактную профилактику его использовали и изучали в несколько разных популяциях. И было доказано, что случаев заражения даже меньше, чем при использовании ежедневных пероральных препаратов. Но, опять же, все еще остается огромная цена, которая сейчас $28 тысяч в год. А ты не знаешь, страховки, это помогает людей в Америке с этим? Потому что мы обычно, даже Трувада там очень дорого стоит, но они все через страховку берут. Судя по всему, пока что еще не включено. Пока что не включено, но, может быть, включат. Вопрос просто, в какой момент и в какие именно страховые компании. Да. То есть три инъекции сейчас, да? Один из них, который каждые полгода, и, по-моему, есть новый, который раз в год. Тоже. Раз в год пока что нет. Пока нет? Пока нет. Есть, которая раз в 2 месяца делается. Раз в 2 месяца и каждые полгода. Да.
которая раз в 2 месяца, она гораздо доступней. Она сейчас есть вполне себе в Европе доступна. Это гаподекровир называется. Там обычно начинают с приема таблеток, которые проверяют, соответственно, переносит ли человек препарат, что нет никаких аллергических реакций, чтобы не вызваться никакие там побочные эффекты. После этого переводится на инъекцию сейчас, через месяц, и дальше возвращается на раз в 2 месяца. Так, теперь говорим про ПЭП. Какая разница между PrEP и ПЭП? Как понять это? ПЭП, соответственно, post-exposure prophylaxis, то есть постконтактная профилактика. Это, который мы говорили, вот, в российском доквир. Да. Опять же, в таком случае профилактика дается уже после незащищенного контакта, или если во время секса было нарушена целостность презерватива, или любые другие обстоятельства, не знаю. Изнасилование, по-моему, есть. Изнасилование, да, вполне. Или, например, попадание крови пациента или другого человека вам на глаза, вам на слизистые, в вашу рану. В таком случае возможно использование постконтактной профилактики. В таком случае у вас есть 72 часа, чтобы обратиться к инфекционисту, чтобы он вам назначил профилактику. Она принимается 28 дней в одно и то же время. В настоящий момент это могут быть разные препараты от 1 таблетки в день до 4, опять же, в зависимости от того, какую конкретно схему подберете с вашим врачом, и она защищает вплоть до 98-99% случаев на настоящем этапе. Интересно. А стоимость, помнишь? Стоимость, опять же, варьирует. Если мы говорим об 1 таблетке в день, то есть если мы используем тут же Биктарий, то есть один из самых новейших, но зарубежный препарат, то это в районе 18-19 тысяч все-таки за полный курс. А российских аналогов нету на Биктарии? Биктарии пока что нету. Если мы говорим про объективно самые дешевые, но с большей вероятностью, к сожалению, побочных эффектов, то там стоимость может быть вплоть до 2000 рублей снижена. Самая, то есть стандартная схема, которую я назначаю, стоит в целом примерно в районе 9500 рублей на полный курс. ПрЕП до, ПрЕП после. Именно. И окно 72 часа. Да. Самое главное успеть в первые 72 часа. После этого срока мы не можем гарантировать, что постконтактная профилактика сработает. При этом, чем раньше, понятное дело, обратиться, тем всегда лучше. Так, какие интересные истории происходили на твоей практике? Вы что-то интересное расскажешь? Думаю, можно рассказать об истории одного молодого человека, который обратился ко мне на консультацию. Этот мужчина живет в СВИЧ, при этом уже начал терапию, у него сохранный иммунный статус, у него более 600 клеток, значит, никаких дополнительных заболеваний у него быть именно от ВИЧ не должно. Но при этом последний месяц у него постоянно непрекращающаяся диарея. На фоне этого мы решили пообследоваться более глубже. Я расспросил его о том, какие виды секса он практикует, и оказалось, что все-таки он практикует пассивные анальные контакты. На обследовании потом, когда мы сделали мазок именно из анального канала, раз такой секс он практикует, выявлена была хламидия, которая, вероятнее всего, и вызывала эту диарею. Сейчас он находится на терапии, мы отслеживаем его состояние, пока что, да, стало лучше. Так, в отношении людей, которые живут с ВИЧ, есть такая группа элитный контроль. Можно объяснить, что такое, почему называется элитный контроль, элитный люди? Опять же, элитный контроль в данном плане является, опять же, подтвержденным диагнозом ВИЧ. У этих людей ИФА, то есть самый стандартный анализ ВИЧ, выявляет, что у них в крови есть антитела, то есть ВИЧ у них в организме присутствует. При этом в дальнейшем, если мы проверяем уровень РНК ВИЧ в крови, он отмечается, что не обнаруженный, то есть ВИЧ не размножается в крови, он только находится у них в резервуарах, и при этом они не принимали никогда никакую терапию. То есть организм сам справляется, скажем так. Да. При этом обычно все-таки гораздо более распространен эффект временного контроля, когда человек может поддерживать неопределяемую вирусную нагрузку некоторое время, месяц, 2, несколько больше. Элитные контроллеры возможно держать неопределяемую вирусную нагрузку в течение даже нескольких лет и более. Объективно, это достаточно редкая история. Их-то меньше процента от всей популяции людей, живущих с ВИЧ, и при этом они представляют дополнительный интерес в том плане, стоит ли им сразу начинать терапию, насколько она будет давать им эффект. Опять же, исследования, которые вышли не так давно, в течение последних полугода, показали, что столь ранний старт терапии именно в популяции элитного контроля сверхэффективности не дает. То есть не продляет жизнь, не дает улучшения какого-то фактора жизни. Главный здесь минус, что мы никогда не можем сказать, это все-таки временный контроль или это элитный контроль, который будет держаться годами. Поэтому в целом сейчас Европейская ассоциация в американских инфекционистов в целом рекомендует подходить к тому, что да, на старте, если выявляется неопределяемая вирусная нагрузка, можно подождать. Но в таком случае человек обязан как можно чаще обследоваться, не реже, чем раз в 3 месяца. И если хоть раз, опять же, будет обнаружена вирусная нагрузка, начинается терапия, которая в дальнейшем продолжается всю жизнь. Так, я думаю, сейчас можно начинать самая интересная тема у нас, доксипеп. Я знаю, что у нас разные мнения в этом. Доксипеп или доксипреп?
Доксипреп, правильно? Доксипреп. Нет, значит, доксипеп, Доксипеп, потому что должно быть после. Да. Доксипеп, окей. Потому что есть и доксипреп, и по нему вообще еще гораздо меньше исследований. Доксипеп, Да. окей. Давай начнем тогда наш самый интересный дебат по поводу доксипеп. Я знаю, что у нас немножко разные мнения, потому что я за европейский гайдлайн, а ты за русский гайдлайн. Я буду, ты будешь сейчас обсуждать. Ты покажешь мне, ты говоришь мне свои исследования, я буду показать свои исследования. Прекрасно, и найдем общий язык здесь. Для того и собрались. Окей, давайте сначала для людей, которые не знают, что такое доксипеп, давай расскажем немножко, а потом начнем наши дебаты. Есть концепция, что если человек в первые 72 часа от полового контакта, опять же, незащищенного, с нарушением целостности презерватива, примет 2 таблетки доксициклина, итого 200 мг, то это его защитит от сифилиса, хламидиоза и гонореи. Да. В целом, общая концепция такова. Российские официальные клинические рекомендации, российская общая позиция на настоящий момент очень консервативна. Такую стратегию использовать не стоит вообще никогда. В целом, рекомендации есть только про, если все-таки начинать, то давать полный курс на 10 дней доксициклина, как превентивное лечение уже. Да. Если говорить про европейские и американские гайдлайны, все же CDC выпустила более концентрированное свое мнение о доксипреп. В европейские гайдлайны общей единой структуры еще нет. То есть они, да, выпускали определенные мнения, но единого гайдлайна, который обычно выпускается обществами, все еще не выпущено. Да, но есть несколько исследований. Да, есть достаточно большое количество исследований об эффективности. Да. И они тратят очень много денег на рекламу этого доксипеп в Европе, уже распространяют везде, поэтому ситуация немножко другая здесь в России. Да, интересно. По исследованиям, опять же, да, эффективно в отношении сифилиса эффективно на 80%, в отношении хламидиоза от 70 до 90%, в отношении гонореи непонятно от 0 до 68 эффективности. Вот, как раз я хотел тебе показать, это эффективность доказана в исследованиях, которое было французское исследование EPLG, доказано, что снижение сифилиса на 53%, снижение хламидиоза на 70% и без значительного влияния на гонорею. Okay. Это был французский, который недавно вышел. Вот, я тогда считаю фразу, ты скажешь мне, как ты считаешь. Да, хорошо. Когда доксипеп используется правильно и по доказанию, он значительно снижает частоту ИППП. Это не теория, а данные, подтверждающие рандомизованным исследованием высокого качества. Согласишься? Нет. Могу согласиться. Опять же, если мы относимся уверенно к этим исследованиям, что они действительно были проведены правильно, что они действительно показали свою эффективность, да, она снижает вероятность, в первую очередь, сифилиса и хламидиоза. Вопрос всегда возникает, в каких обстоятельствах стоит использовать. Вот, это уже второй пункт нашего исследования. Сейчас скажу. Вот, второй пункт это исследование говорит, вот это типа аргумент, который они поставили, чтобы, почему мы за. Да. Вот я их нашел, и сейчас буду с тобой обсуждать. Вот, профилактика для группы высокого риска, то есть особенно эффективен для СМС, мужчины, имеющие секс с мужчинами. МСМ они в российской обычно называют. Людей с некоторым с нескольким половым партнером, пациент с историей ИППП и секс-работников. Да. То есть они считают для этого группа. В первую очередь, да. То есть сейчас скажу фразу, которая была в этом. Следовательно, ты скажешь, согласишься или нет. Вот. Мы не назначаем химиотерапию каждому с кашлем. Так и доксипеп не предназначен для всех подряд. Это инструмент для профилактики в строго определенных группах риска. Но, опять же, если открывать существующие американские и европейские гайдлайны, какие результаты, какие они описывают свое мнение, в первую очередь, опять же, американцы склоняются к тому, что стоит использовать у мужчин, практикующих секс с мужчинами, у бисексуальных мужчин, у трансгендерных лиц, и при этом в особенности, если у этих лиц было любое заболевание передающееся половым путем, в первую очередь сифилис или хламидиоз, в течение последнего года. В таком случае, они, говорят, в таком случае рекомендуйте назначение. Да. Во всех остальных задумайтесь о том, что действительно ли оно необходимо проведение. Не всегда риск превышает пользу. Да, он резко снижает. Да, он спасает, в первую очередь, от сифилиса, если использован правильно, и если мы доверяем этим исследованиям. Так. Но он не спасает от гонореи. Это да. И при этом, то есть если взять определенные исследования, например, в популяции Великобритании, если в 2020 году распространенность, резистентность гонореи
в Великобритании было примерно к доксициклину в районе 10%, то к 2024 году это значение повысилось до 30%. Звучит не так страшно, но, опять же, перефразирую. Если 5 лет назад к доксициклину в Великобритании была резистентность у каждого 10-го с гонореей, то сейчас у каждого 3-го. Такое использование регулярное повышает резистентность, то есть не влияет, как правило, на сифилис, на хламидию, но очень резко повышает резистентность у многих других заболеваний. Так, При этом мы не знаем, насколько доксициклин повлияет на микрофлору, в первую очередь, кишечника. Не будет ли каких-нибудь отдаленных последствий от частого приема доксициклина? Не выработаем ли мы резистентность к доксициклину я иду у других пункту. Я иду к этому пункту. Есть тоже аргументы здесь. Но сначала, третий пункт, который аргументирует. Снижение нагрузки на здравоохранение. Почему? Потому что меньше случаев обращается к клинику, осложнения, бесплодие, коинфекции ВИЧ и лечение уже развивающих инфекций. То есть фраза, которая в этом исследовании. Профилактика всегда дешевле и эффективнее лечения и с медицинской, и с экономической точки зрения. Так, четвертый пункт. Уважение к выбору пациента. Современный подход к медицине — это осознанный выбор пациента, а не запреты. Доксипеп — это не поощрение поведения, а возможность сделать его безопаснее. Фраза, которая в этом исследовании. Европейские врачи. Врач будущего — это не судья, а партнер. Мы обязаны давать пациентам проверенные инструменты и доверять их осознанному выбору. Пункт 5, который ты сейчас рассказал нам. Антибиотикорезистентность. Да, контролируемый риск. Что говорят в этом исследовании? Опасения понятны, но доксициклин использует десятыми летами и устойчивость развивается медленно. Пациенты доксипеп регулярно проходят тесты. Европейские эксперты считают, что польза перевешивается потенциальный риск. Если препарат назначен по показаниям, там риск и так далее, как все обсуждали. Фраза. Важно отличаться осторожность от бездействия. Доксипеп можно принимать ответственно и под контролем. Опять же, здесь, да, действительно можно сказать, что всегда человек, который стремится к использованию доксипепа, должен наблюдаться обязательно специалистом. Да. Знать, в какие сроки ему необходимо проходить дальнейшее обследование, чтобы подтвердить, что все прошло эффективно, или, если заболевание все-таки развилось, пройти лечение другими антибиотиками в правильных дозировках, в правильные сроки. В остальном, опять же, не всегда все-таки этот риск, насколько мы знаем, насколько он перевешивает пользу, все еще не до конца сформировано единым системой у всех остальных популяций. Да, если это человек, практикующий секс с мужчинами, если это секс-работник, если у него есть история заболеваний, можно обсудить... Или только партнеры. Или о партнере, да. В таком случае, да, можно обсудить различные тактики. Но, опять же, по крайней мере, в России сейчас все еще это очень сложно выполнить, в первую очередь из-за законодательства. Да, вот, я дойду до этого пункта тоже, сейчас расскажу. Вот там был еще дебат, который смотрел аргумент и ответ. Тоже один из пунктов как раз по законодательству. Сейчас скажу. Был такой аргумент, что доксипеп поощряет разврат. Так, что там европейские врачи отвечали? Программа направлена не на мораль, а на снижение вреда. Так же, как ПрЭП и ВИЧ не стал причиной сексуальной революции. Доксипеп не изменит поведение, но сделает его безопасным. А второй пункт, как раз, который я сейчас сказал, это не одобрено в Россию. Да? Так, что европейские врачи отвечали? Да, но ПрЭП для ВИЧ изначально не был одобрен в Россию тоже. Как мы сейчас обсуждали в нашем подкасте. Теперь это стандарт. Наука должна идти вперед политики. То есть, может быть, там через 5-10 лет доксипеп уже будет... Возможно. Назначен в Россию, как это... Возможно. Но, опять же, проблема состоит в том, на настоящем этапе, что сейчас-то еще нет. Сейчас нет. По ВИЧ, да, действительно, есть еще большее количество исследований. С ним гораздо проще всегда, опять же, было в том плане, что доконтактная профилактика ВИЧ и постконтактная профилактика ВИЧ может влиять только на него. Никакие другие там резистентность у других вирусов не вызывается. Не вызывается каких-либо там проблем иного характера и может использоваться и доказана эффективность у всех групп популяций. А доксипеп все-таки исследовался у определенных групп лиц. Он сопряжен с рисками развития все той же антибиотикорезистентности. И не только, опять же, у заболеваний, передающих половым путем. Это как раз следующий пункт. Здесь вот резистентность возрастает. Это был аргумент. Да. Но что европейские отвечали на это? Назначение по показаниям и контроль ситуации сейчас в европейских
подхода, это не про массовое назначение. То есть они считают, что это не массовое, резистенция не увеличивается. Опять же, стоит последить, я думаю, за европейской, американской популяцией, и на фоне массового использования вот доксипеп, что будет изменяться с резистентностью, что будет изменяться с эффективностью вот в эти вот ближайшие годы. То есть, опять же, после такого массового введения в этих популяциях мы увидим действительный результат. Если действительно будет снижаться резко заболеваемость и не будет на фоне резкого повышения антибиотикорезистентности, да, это будет показанием к тому, что да, все это эффективно, да, можно массово использовать. Ну, для этого нужно время. К сожалению, да. Да. И последний аргумент, который были вопросы заданы европейские врачи, были пациенты будут принимать неправильно. А что они отвечали? Доксипеп не для всех. Его назначали людьми осведомленными. Да. И ответственностью с постоянным наблюдением врача. То есть современная медицина — это не только спасение жизни, но и улучшение их качества. Доксипеп делает и то, и другое. Снижает риски ППП и дает людям свободу жить безопасно и спокойнее. Вот. Интересно, что будет в России через 10 лет, через 5 лет. Посмотрим, ситуация изменится или нет. Здесь, да, опять же, здесь можно сравнить Ну, с тем все-таки же... ты за или против? Я пока насторожен скорее. Интересно, да. То есть я хочу большего доказательства, я хочу большего подтверждения, особенно в массовом использовании, в более массовом, которое будет наблюдаться в ближайший год, полтора, два. Если покажет, что не будет резкого всплеска заболеваемости, если не будет резкого повышения антибиотикорезистентности, да, вместе с теми же дерматовенерологами, которые все-таки в большей степени будут заниматься этими инфекциями, вероятно всего тогда назначаемость... Поэтому мне это интересно. Вероятнее всего назначаемость увеличится. На настоящий момент все-таки отношение скорее максимально настороженное. Давайте подождем. Давайте увидим большее количество... Знаешь, я хотя бы рад, что европейский врач и русский врач согласились хотя бы на дозировку, что это должно быть 200 миллиграмм, 2 таблетки. Это уже одногласно, все согласятся на это. Это уже хорошо, что нашли такой общий язык. Ну, опять же, это общий подход, по крайней мере, европейский и американский. Сейчас они используют так. Российский все еще остается использованием все тех же 200, но в течение 10 дней. Да. Мы точно знаем, что вот такой подход, он железно точно поможет. Поможет ли вот именно краткосрочный подход? Покажет время. При этом здесь, наверное, возможно сравнить и с доконтактной профилактикой ВИЧ, вот опять же возвращаясь к вопросу об ответственном пациенте. Сейчас и в России, там, в Москве, и в других городах все же больше распространяется использование доконтактной профилактики, и очень многие не проходят регулярные обследования. При этом обязательно они должны их проходить, в первую очередь на ВИЧ, доказывать, что они его не получили каждые 3 месяца. Да. Они желательно, максимально, понятное дело, должны проходить обследование и на другие инфекции, в первую очередь гепатиты и сифилис, тоже хотя бы раз в 3 месяца. И максимально желательно выполнение мазков на инфекции, передающиеся половым путем, раз в 6 месяцев или хотя бы раз в год минимально. Также, если у них есть какие-либо нарушения функции почек, тоже стоит за ними последить. Почему? Потому что тенофовир, который используется в доконтактной профилактике, может ускорять развитие хронической болезни почек. Поэтому уровень креатинина у таких пациентов тоже должен отслеживаться хотя бы раз в 6 месяцев. Поэтому всегда это стоит обсуждать вместе с врачом. Согласен. Всегда не просто хотя купить и просто так без принимать все подряд. Так тоже нельзя. К сожалению, такое огульное использование препаратов может быть чревато различными побочными эффектами, а также развитием нежелательных явлений и даже неэффективностью доконтактной профилактики. Особенно если вы точно не знаете схему, точно не знаете, с каким препаратом совместимо. Это уже больше вреда в этом случае, да, потому к сожалению. Если человек даже заболеет, потом ВИЧ, а резистентность все равно... А можно выработать, да, как раз резистентность к этим препаратам. Ребята, не забудьте подписаться на канал. А также задавайте ваши вопросы в комментариях. Я вместе с Тиаго ответим на все интересующиеся вас вопросы по инфекционным заболеваниям. Вот. Ждем.